Приветствую! В этом видео я расскажу основные этапы, основные шаги на пути к пробуждению. Важно понять сразу самое главное, что пробуждение, оно происходит не для кого-то, а от кого-то. То есть состояние просветления, оно уже существует, уже прямо сейчас существует. Это не то, что нужно достичь или что-то сделать. Поэтому то, что происходит сейчас, это лишь то, что вы понимаете, как к этому состоянию вы пришли. Не как прийти, а как пришли, вспомнить, понять, уточнить. Вот тот, кто приходит к этому состоянию, ну, допустим, вы, сейчас вы существуете, вы сейчас есть в данный момент. И когда будет это состояние просветления, вы тоже будете. То есть тот, кто есть сейчас, он будет и тогда, когда состояние настанет. То есть вы уже там, оно уже в вас. Не получится так, что вы сейчас куда-то идете, и там будет какой-то другой, не вы, с кем там что-то просветление случится. Оно прямо сейчас уже случилось. Но вы по какой-то причине, сейчас я расскажу дальше по какой, не ощущаете его. И этапы на пути – это просто то, каким образом вы это начинаете ощущать. Еще раз, это не то, к чему надо прийти, это то, от чего надо избавиться, чтобы это ощутить. Начинается этот процесс, а если мы говорим про последовательный процесс, то начинается он обычно с тела, и телом же заканчивается. Момент здесь, сейчас, он присутствует в теле, потому что тело, оно всегда в настоящем. И по завершении этого процесса, когда вы проходите все этапы, вы снова попадаете в момент здесь, сейчас, но это уже совершенно другой момент. Он становится осознанным. Это... Ну, вот есть такая любимая поговорка, да, что до просветления я колол дрова и носил воду, и после просветления колю дрова и ношу воду. Но это совершенно два разных состояния. Поэтому первое, с чего начинается, это начинается с осознания своего тела. И начинается изучение своего тела. И заканчивается этот этап, если на нем долго застревать, что человек полностью владеет своим телом на уровне здоровья, на уровне всяких возможностей и так далее. И у него, если он прошел этот этап до конца, то у него возникает четкое ощущение, что тело, которым он владеет и через которое он может что-то делать, оно ощущается как скафандр. Как будто бы вы внутри находитесь тела, и вы через тело, как аватар, вы начинаете им управлять. То есть это появляется не на уровне знаний, не на уровне эмоций или каких-то там, а на уровне прям вот ощущений. Вы прям чувствуете, что вы как вот за рулем машины едете, и вы управляете машиной, и вроде как бы машина едет. Иногда даже люди себя отождествляют с машиной, что я проехал, я повернул, я там зацепил. На самом деле машина проехала, вы ей управляете. Да? Ну, такое так удобнее, такое отождествление происходит. Вот примерно такое же ощущение появляется внутри тела, что есть тело, которое является вашим таким автомобилем. И вы просто это ощущаете каждый день. Как это ощутить? Это я рассказываю в своем курсе. Сейчас я просто говорю, к чему это конечная точка вот этого ощущения. Когда вы ощутили тело, то дальше следующий этап, это появляется анализ или внимание переходит на сами вот эти вот ощущения. То есть, как ощутить это лучше, ярче, сильнее и так далее. И уже внимание переносится не на физическое действие, не на скафандр вот этот вот, да, который можно назвать телом, а на сами вот эти вот ощущения, на того, кто находится в теле и как он ощущает. То есть дальше начинается исследование, там, погружение, как угодно, вот этой вот роли, который тоже является таким же аватаром
как тело является аватаром для этой роли, как матрешка такая получается. Вы переходите на второй уровень вот этой матрешки. На этом уровне, если его пройти до конца, то открываются всякие целительские способности, всякие гипнотические способности. Вы начинаете видеть ауры, вы начинаете чувствовать энергию животных, растений, можете разговаривать с животными, понимать их язык. На этом уровне для вас природа, она становится не просто там листиками, травкой, а вы чувствуете, это для вас становится живое. На этом этапе часто возникает состояние самадхи, когда вы попадаете в некое состояние и не можете четко идентифицировать, вот где вы, а где какой-то другой предмет. То есть все вокруг, оно становится как бы единым целым. То есть не можете различить там свое тело и предмет, который здесь. Для вас это на уровне ощущений как единое целое, как одно. И многие, когда с ними вот это вот ощущение возникает, они считают, что вот оно просветление есть, вот я сейчас как раз вот про то, что описывают, я и одно, я все, я вот это целое. Это вот следующая стадия пробуждения, когда вы раскрываете полностью вот эти свои чувства, вот эти вот свои ощущения вот на таком уже не физическом, но близким к нему уровне. Когда этот этап, когда вы из этого этапа происходит наблюдение того, кто раскрывает эти ощущения, то есть вы начинаете наблюдать того, кто это ощущает. Как это сделать, я в своем видео рассказываю, в своем курсе. А сейчас я просто говорю, что происходит дальше. И дальше происходит осознание самой структуры того, что вокруг вас, самой структуры вас и пространства внутри. То есть вы видите уже не конкретные слияния себя с какими-то там предметами, с какими-то там объектами и прочими, а вы видите взаимосвязь, некую такую логику такую, да, некую причинно-следственную связь. Вот когда доходит до этого уровня осознанности на этом шаге, то на этом шаге, если его сильно развивать, то появляется видение прошлых жизней, кармы, появляется причинно-следственной связи в этом мире, в прошлом мире. Вы на уровне прям вот видения понимаете, почему происходит так или иначе, как нужно правильно поступить, как управление происходит теми или иными событиями, миром и так далее. Вот всякие там социальные вещи, там деньги, карьера, достижения, чувство собственного достоинства, статус и так далее, это все вот этот уровень. То есть на этом уровне, если его сильно-сильно развивать, именно развивать сам уровень, то все вот это проходится. Вы все вот это имеете или получаете. Как? Это я рассказываю в своем курсе на канале. Но у каждого человека, у него развитость вот этого тела, вот этого шага, вот этой ступени, оно свое. Поэтому у кого-то оно развито сильно, и человек становится, например, олигархом, а кто-то становится просто самым уважаемым человеком в деревне, да, а кто-то становится самым там крутым философом там, или крутым каким-нибудь специалистом там, в своей области, да, то есть появляется такое вот, как чувство уверенности в жизни, уверенности, потому что появляется причинно-следственная связь. На этом уровне очень многие застревают, потому что, представьте, ощущение, да, что я понимаю, что тело мой скафандр, я сейчас еще раз по уровню пробегаю, тело скафандр, я понимаю, что я не тело, я им управляю. Когда я переношу внимание на того, кто управляет телом, я ощущаю, что я и все остальное – это вообще нечто единое, что это единое такое пространство, где нет конкретно меня, конкретно кого-то еще, а просто есть некое единое пространство, такая энергия. Все энергия, мир – энергия. Вот определение второго тела. Мир – энергия. Все просто единая целая энергия.
И на следующем, на третьем уровне, мир не просто энергия, а мир энергия, в которой какие-то объекты выделены, тоже энергетические, центры энергетические, более сильные, более слабые, концентрации какие-то энергии. И вы видите, как это друг с другом связано. То есть вы понимаете, почему энергия перетекает оттуда сюда. То есть не просто она единая, сплошная, а она еще как бы течет, видоизменяется, и вы понимаете законы, по которым она видоизменяется. И есть ощущение, что вот оно просветление. Это третья стадия, о которой я более подробно, как не прийти, тоже рассказываю на своем курсе. Когда эта стадия заканчивается, а заканчивается тогда, когда вы видите связи, вы понимаете, как это устроено, но не понимаете, что с этим делать. То есть вам понятно, что если вы камень бросаете, то он падает на землю. Очевидно, понятно почему. Да, я пример привожу. Но как это использовать? То есть что с этим сделать? Как это, для чего это, почему это и так далее. То есть есть ощущение понимания, но нет при этом творчества. То есть при этом понимание есть, как некое восприятие, что да, оно так, я понимаю. Но отсутствует видение себя как того, кто это все делает. И вот при переходе на следующую ступень, на четвертую ступень, вы воспринимаете себя как Творца, как единственного Творца того, что вокруг происходит. Вы понимаете, что источник происхождения связей, источник энергии, источник всего остального – это вы. То есть человек, какое слово надо употребить, пускай будет человек. Человек является источником, творческим источником всего, что происходит вокруг. Он и причина, и следствие, и источник. И уже мир видится, смотрите, вначале на первом уровне он видится как то, что все материальное, или тело, это некий скафандр, да, это некая такая оболочка, через которую проявляются. На втором уровне все энергия, вообще весь мир, все это энергия, все это единое целое. На третьем уровне, что есть энергия, но в этой энергии она вся не монолитная, не одинаковая, а есть некие центры, некие, разряжения и сгустки. И вы понимаете закономерность движения этой энергии, которая выражается в том, как устроены процессы в мире, как устроены там финансовые, карьерные, структурные и так далее потоки, как это все управляется, почему так управляется. То есть вы понимаете все вот эти вот, скажем, мировые законы, мировые в смысле общечеловеческие, общие законы, почему происходит именно так, а не иначе. И на этом же уровне, если вы занимаетесь наукой, вы понимаете законы мироздания, математику, физику, биологию, географию, то есть у вас возникает понимание и видение вот этих связей между тем, что то, чем вы занимались до, и как это связано. То есть вы в своей области, в том, чем вы занимаетесь, вы начинаете разбираться в том числе, но уже не на уровне ощущения, а вы прям видите, формулы открываются, или какие-то знания появляются, инсайты появляются. Но при этом ваше состояние – это некое осознание того, что появляется. И вот в какой-то момент вот это вот осознание, оно начинает вас сковывать. Вы, это примерно как, допустим, вы знаете, как управлять машиной. Вы знаете, как это устроено, куда жать, какие педали жать, даже на тренажере, что-то пробуете. Но вот само знание, оно начинает вам мешать. Хочется попробовать все-таки уже проехать. То есть вы знаете формулы, знаете, как они выражают какие-то процессы, и хочется все-таки попробовать эти формулы, как они в жизни-то работают, насколько они, посмотреть, как это выглядит. Вы знаете, как растить, дерево, как прививать какое-то, и вы хотите посмотреть, как в жизни-то это выглядит.
Вы знаете, как устроены денежные потоки, знаете, как устроено карьерное движение, и вы хотите попробовать, насколько оно вот реально. И вот в этот момент происходит переход на четвертую стадию, происходит переход на стадию, когда вы начинаете это пробовать, когда вы это начинаете делать и проявлять в физическом, материальном мире. Как именно перейти, какая именно ловушка на этой стадии находится, это я рассказываю в курсе вот, на канале. Но по факту вы переходите в состояние некого творчества. Вы на четвертой стадии пробуждения вы находитесь в состоянии творчества, в состоянии потока вот, видимого, да, материального как бы, потока, и вы начинаете менять то, что происходит вокруг, через изменение своих настроек, своего состояния. Еще раз, как я расскажу на курсе, а здесь я просто говорю, что происходит. И вот огромное количество людей, которые говорят, что они пробужденные или просветленные, на этом этапе уже начинают застревать, потому что есть проявленность во внешнем мире. Если этот уровень сильно расширен, то это уровень, когда можно совершать чудеса, то есть то, что для других выглядит как чудо, по-другому объяснить нельзя логически. Да? То есть когда вы материализуете какие-то вещи, потому что вам очевидно, как это сделать, а для других это совершенно не очевидно, и это такое вот как бы чудо. То есть все фокусники, не фокусники, как неправильно сказать, все люди, все те персонажи, которые прямо вот творят чудеса необъяснимые, это вот с развитым вот этим вот уровнем, с большим потенциалом на этой ступени. На этой ступени проявляются максимальные человеческие качества. То есть на этой ступени, если человек чем-то занимается или какое-то качество у него было, то на этой ступени пробуждения оно достигает своего максимума. На этой ступени человек максимально проявляется во внешнем мире. Это не значит, что достигнув этой ступени, то есть попав сознанием на эту ступень, это не значит, что теперь вы становитесь там магом всемогущим. Просто ваши возможности, они ограничены как предыдущими 3 ступенями развитости на предыдущих ступенях и на телесном в том числе, так и развитостью вот этой ступени, этого этапа, этого уровня как бы конкретно в вашем варианте. Но для конкретного своего проявления это будет максимум. То есть больше, чем на этом уровне проявиться, вы потенциально не сможете. То есть кто-то на этом уровне может стать там, олигархом, кто-то самым крутым там, в городе, а кто-то самым там, лучшим, не знаю, там, артистом в своем театре или в мире, или в своей деревне. Но самым лучшим, но в том как бы, объеме, которым он ограничен своими, скажем так, природными данными, именно как сказать, природными в плане развитости, проявленности, проработки. Это не значит, что если вы родились в деревне, вы никогда не сможете быть мировой звездой. Это не значит. Это говорит о том, что если вы можете, если у вас есть потенциал стать мировой звездой, то вы станете. Если потенциала нет, не станете. Но ощущение внутреннее, вот этого творчества, вот этой вот мировой звезды будет абсолютно одинаковое. Что у вас в каком-то там, где-то, что мировой звезды, внутреннее ощущение будет абсолютно одинаковое. То есть, если вам закрыть глаза и просто попросить описать ощущения, то человек со стороны не сможет сказать, где мировая звезда говорит, где вы говорите. Разницы не будет. Но внешняя картинка немножко будет отличаться в зависимости от других факторов, которые определяются предыдущими ступеньками. Как попасть, я рассказываю на курсе, а проявляться это будет именно таким образом. И вот здесь, вот на этой ловушке, на вот этом уровне точнее, есть настолько сильные ловушки, что многие не могут ее пройти за многие жизни, веками. То есть я знаю людей, которые веками проходят вот эти вот ловушки, потому что очень большой соблазн
уметь творить, уметь проявляться в мире и не пользоваться этим. То есть представить, что вы умеете зарабатывать там миллионы долларов, да, и не пользуетесь. Представьте, что вы можете быть звездой там оперы и не пользуетесь. Представьте, что вы можете быть там суперученым, и вы этим не пользуетесь. Вы можете быть супер там атлетом, космонавтом, спортсменом, там кем угодно, и вы этим не пользуетесь. Очень большой соблазн. Очень большой соблазн это использовать. Но когда, то есть как этот соблазн пройти, я расскажу, но когда вы его проходите, вы попадаете на уровень, это получается 5-й уровень, на котором принципиально меняется то, что происходит вокруг, то, как вы видите мир. Вот если мы говорим про физическое тело, и в какой-то момент вы начинаете физическое тело ощущать как некий аватар, как некий, как аватар, да, как некую машину, в которой или через которую вы что-то делаете, вот абсолютно такое же ощущение происходит при переходе с 4 на 5 уровень. То есть вы весь мир, физический мир, материальный, тонкий мир, вот эмоции, личности, все вот это, вот вообще все, что вы знали до сих пор, начинает ощущаться как некий аватар, в котором вы находитесь. Вот аналогия с первым телом, она очень похожа. И в этом состоянии застревают 99,9% тех, кто идет в пути пробуждения, просветления. 99,9% считают, что все. И это конечная точка. Я достиг всего, что возможно. Потому что в этом состоянии, если это состояние развивать, открываются духовные знания, духовные законы. В этом состоянии вы можете спокойно рассуждать на очень сложные темы, на темы там, Бога, дьявола, смысла жизни, философии. На этом уровне легко интерпретировать, легко правильно и логично интерпретировать все мировые духовные книги, религии. Вам становится очевидно, о чем написано в Бхагавад-гите, о чем написано в Евангелии, о чем написано в других книгах. Вам открываются такие знания, что они, по сути, глубже, чем этих знаний, не существует, просто не существует. Вообще не существует. И вот это все открывается. Вы можете спокойно, абсолютно изнутри себя эти знания получать изнутри себя ответы на все вопросы, вообще на все вопросы. У вас будет понимание, почему, как, что и так далее. И еще раз повторю, 99,9% духовных учителей, то есть людей, которые говорят, что я просветлен, я знаю, куда идти, они находятся именно на этом уровне. Потому что его пройти могут 0,001% людей. На этом уровне его отличительная характеристика. На этом уровне присутствует тот, кто находится в моменте. На этом уровне присутствует некая индивидуальность, некая обособленность, которую разглядеть невозможно. А когда говорят про то, что я нахожусь в моменте здесь, сейчас, всегда, это про этот уровень. Только на этом уровне человек может сказать, что я нахожусь в моменте здесь, сейчас. На самом деле человек находится не в моменте здесь, сейчас, а он скорее находится здесь, но не сейчас. Это сложно понять, я чуть попозже объясню. Но поскольку не с чем сравнить, поскольку это самое глубокое проживание, которое было, то находящиеся на этом уровне, они абсолютно уверены, что это конечная стадия, конечная точка. На этом уровне есть четкая концепция устройства мира, есть четкая концепция, как прийти к себе, как понять себя, что такое просветление. На этом уровне люди в принципе не воспринимают какой-либо иной взгляд, кроме своего. Они его допускают в рассуждениях. Они говорят, да, возможно, и этим путем, но есть единственный правильный – это мой.
Или мой самый лучший, мой самый короткий и так далее. То есть для этого на этом уровне всегда существует некий самый лучший путь, самый правильный путь, которым человек делится, ставя себя как центр этого пути, как самый правильный, самый лучший, самый короткий вариант. А все мистические способности, такие глубокие мистические, там, предсказательное, ясновидение, яслослышание, яснознание, вообще все вот эти вот способности, какие только есть, они при развитом пятом уровне, они все становятся доступными. То есть это неотъемлемая часть этого уровня. Вот именно поэтому здесь застревает 99,9% тех, кто называет себя просветленными. Но это еще не все. Именно к этому уровню применима фраза «потеряйте себя и себя найдете». Именно на этом уровне, чтобы перейти на другой уровень, нужно потерять себя. Как это сделать? Как пройти этот уровень? Я рассказываю на своем курсе, и этому посвящено очень много времени, потому что пройти этот уровень мега сложно для тех, кто на нем застрял. Мега сложно. Но можно. И есть такая возможность его пройти, этот уровень. И когда вы попадаете на следующий уровень, на 6-й, то уровень сам по себе он такой двойной. С одной стороны, когда вы только попадаете на этот уровень, то есть ощущение себя, но уже не себя как центра Вселенной, не себя как просветленного, не себя как просветленное сознание с единственным верным путем или самым лучшим путем или там с чем угодно, который находится в моменте здесь сейчас и хаит всех остальных и говорит, что он самый лучший. Не такого себя, а себя как точно такого же, как другие 8 миллиардов проявлений, абсолютно точно такого же, без какой-либо разницы. Нет отделения себя, крутого, просветленного, там, мега чего-то от соседа по лестничной клетке, который бухает с утра до вечера. Нет разницы. Разницы нету. И вот начинается этот уровень с такого этапа, когда вы не видите разницу. И основное, что происходит, это вы понимаете, что и вы, и бомж под забором, и сосед на новом Мерседесе, вы все просто некие сущности, некие души, там как угодно можно назвать, которые являются, каждый вот из них, это не что-то индивидуальное, а это проявление Бога, это лучики Бога. Или кто-то говорит там желание Бога. То есть каждый из 8 миллиардов проявлений – это 8 миллиардов вариантов желаний Бога. Вот каждое желание Бога – это вот отдельная сущность. И возникает вот это ощущение, вот это состояние, когда вы воспринимаете себя уже не как персональную личность, а как персональную субстанцию, а как проявление чего-то большего, как проявление чего-то большего через себя, как проводником чего-то большего. И постепенно, когда внимание переходит не на то, как вы проявляетесь, а на то, кто проявляется, на основу основ, то вы начинаете ощущать себя, вы начинаете ощущать вот это присутствие Бога. То есть вы теряете ощущение себя именно, и происходит просто ощущение Бога. То есть вы видите Бога во всем. Вот 6-й уровень, четкий 6-й уровень. Это видение Бога во всем, что есть. То есть, смотря на... Давайте прямо сейчас по порядку. Смотря на какой-то предмет, вы понимаете, что это не тело, которое смотрит на тело, а это что-то внутреннее, некое пространство, некая энергия, которая есть здесь и есть там, и вы вот находитесь в этом едином, неделимом энергетическом пространстве. То есть нет того, кто смотрит, и нет того, на кого смотрит, а просто есть некое энергетическое пространство, одно единое целое. Дальше вы понимаете, что есть в этом энергетическом пространстве некоторые точки, некоторые центры притяжения, которые выражаются в материи в виде там, людей, в виде там, объектов. Ну, объекты, да, можно сказать, что объекты – это центры вот этого притяжения, да, в этом пространстве. Это то, что разрывает пространство и не дает увидеть его единым целым. И
И вы понимаете связь между этими объектами, понимаете, почему эти объекты вот так вот связаны, как это проявляется. На еще более глубоком уровне вы не просто понимаете, как это проявляется, но вы понимаете, как и почему, как оно управляется, то есть почему происходит. То есть вы понимаете внутренние законы и понимаете, как эти законы применять. Вот до этой стадии обычно вот это вот завершение этой стадии, это обычно называют там личностный уровень, да? Личностное просветление. Просветление на уровне ума, на уровне эго, на уровне личности, когда вы видите вот эти закономерности. Следующую стадию обычно называют что-то типа там высшее я, сверх-я и так далее, душа, там, ну, вот все вот эти синонимы, это когда вы попадаете на 5-ю стадию. То есть вот человек, который говорит, что есть высшее я, это человек, который говорит с 4-й стадии личности, на то, что он ощущает вне себя, как что-то такое иное, высшее. Это вот как раз разговор того, кто находится на 4-й стадии. В его понятиях есть личностное я, он как бы есть высшее я. Это вот на этой стадии. На следующей стадии нет высшего я, низшего я, никакого нет. Есть просто вы. Здесь, сейчас. Если точнее сказать, здесь. Нюансы я на курсе расскажу. Сейчас не буду рассказывать, чтобы не запутать. Здесь, не в сейчас, точнее, не здесь, сейчас. В моменте, но не здесь. Это разговор и мировоззрение 5-й стадии просветления. На 6-й стадии есть только Бог. Есть ощущение Бога. Все, что происходит, все, что вокруг, это Бог с всеми вот этими как бы предварительными ступенями. И на 6-й стадии просветления уже все предыдущие, они воспринимаются как некий такой сон, как иллюзию. То есть, как бы если все проявление Бога, если все вот эти связи, взаимодействия, здесь, сейчас, момент, это все проявление Бога, это все Бог, то уже нет смысла, нет уже не смысла, а нет уже разделения на то, что это там 1-я стадия, 5-я стадия, 7-я стадия, уже нету стадий, просто Бог есть, и Бог проявляется. То есть люди, которые говорят о том, что существуют какие-то стадии, уровни и так далее, это разговор с позиции 5-го уровня. Вот на 5-м уровне действительно это все существует. Уровни, стадии, этапы там, и так далее. Вот с точки зрения 5-го уровня это все правильно. С точки зрения 6-го уровня это все бред полный. Нет никаких стадий, нет никаких шагов, нет никаких ступеней. Есть просто состояние ощущения Бога. И про 7-й, 8-й и 9-й уровни я расскажу на курсе, потому что есть много нюансов, которые невозможно вот так вот передать, чтобы они были восприняты правильно. Но кроме 6-го уровня есть еще 3 других. Да, я понимаю, что сейчас некое противоречие, что я говорю про уровни и говорю про то, что на 6-м уровне как бы их нет, да, такое логическое противоречие. Поэтому я скажу на языке 5-го уровня есть еще 3. На языке 6-го уровня просто есть Бог. Но если я скажу, что просто есть Бог, это не даст возможность вспомнить себя, не даст возможность, никак не поможет вспомнить состояние вот этого просветления, которое уже есть, уже существует. Это то, о чем я говорил вначале. Поэтому приходится вводить язык, приходится вводить термины, слова, приходится использовать язык просто для того, чтобы передать вот это ощущение просветления, ощущение присутствия в настоящем моменте, не в 5-м теле, не на 5-м этапе, а вот на 9-м, так скажем. Вот это ощущение присутствия, чтобы передать, которое уже есть, вот для этого используются слова, используют эти уровни. И в конечном счете, когда все этапы просветления пройдены, то вы понимаете, что, собственно говоря, вы уже просветленный. Что не было никаких этапов. Вы прямо сейчас, вот тот, кто смотрит, видит, слышит, уже прямо сейчас вы находитесь в опыте просветления. Прямо сейчас. Если это не осознается, забылось, или по каким-то причинам хочется закрыть на это глаза, ответьте на вопрос, как вы это вспомните, и просто вспомните.
или сами, или с моей помощью. Но просветление – это не то, что происходит для кого-то. Это происходит от кого-то. Вы просветляетесь от своих мнений, от своих иллюзий, от своего сна. Не кто-то просветляется, а от кого-то. Вы остаетесь. Кто был в начале, кто сейчас. Один и тот же человек. Не человек, а один и тот же я, одно и то же есть. Если интересно, откликается на канал, подписывайтесь, там есть возможность попасть на курс, и там я помогу именно вспомнить вот эти вот этапы, вспомнить, как вы к этому состоянию можете прийти, и вместе со мной это можно пройти.